Приветствую вас, дорогие автолюбители. Это видео я хочу рассказать о том, с чем я встречаюсь и почему иногда, когда вы покупаете магнитолу Дженсун, ваши ожидания могут не быть оправданными. Почему это происходит? Как видите по этой таблице, ее вы именно видите на разных магазинах, показывается, какие есть версии магнитол Дженсун. Но на самом деле они имеют разную маркировку, и от этого зависит та комплектация, которую вы получаете. В основном идет реклама версии V1 и V1 Pro, но на самом деле их намного больше. Есть T1, есть T3, извините, есть T6, T9, а также есть маркировка совсем другая. На коробке, которую вы получаете, находится ее настоящее название. Название может быть разным и отличаться многими параметрами. Например, покупая недорогую магнитолу V1 2 плюс 32, в которой есть аппаратный DSP, вы ожидаете получить хороший звук. Я хвалю эти магнитолы. Но иногда клиенты пишут, что купил именно V1, но по факту присылают мне вот такую фотографию. Оказывается, что это не совсем V1. На самом деле это магнитола T3. Чем же она отличается от магнитолы V1? А простым, по очень простым. Там нету DSP. Соответственно, в магнитоле T3 отсутствует DSP, она должна быть дешевле, звук ее будет намного ниже и слабее, ну и чип звуковой там, конечно, другой. Соответственно, при отсутствии системы отдельного процессора для звука мы получаем магнитолы, в которой они намного слабее. К сожалению, именно такими магнитолами часто делают подмену. Я считаю, что это все-таки обман, когда вы, покупая V1, получаете T3, но с другой стороны и не совсем обман, потому что на фабрике на самом деле V1 больше нет, они сняты с производства, остались только V1 Pro. Напомню, это версия 4G 8-ядерная. И вы все равно будете получать T3. Кстати, на территории Российской Федерации продажа была только версии T3. Почему? Потому что они дешевле. Вас никогда не смущало то, что покупая магнитолу с доставкой с России, вы получали цену ниже, чем с доставкой с Китая? Вот вам и ответ. Вы получаете не ту магнитолу, которую заказываете. Соответственно, ожидать качества звука в этих магнитолах будет очень сложно. Основная самая популярная серия V1 называется M. На самом деле это M, MS и M. Именно такая маркировка находится на коробочках. И эти магнитолы есть получше. MS это с 4G, M это просто Wi-Fi. Они находятся на процессоре MTK. Ну а T3 находится на другом процессоре, на процессоре Alviner. Иногда это даже лучше, он нам немного быстрее на самом деле работает, чем MTK стандартный 27. Но отсутствие DSP решает все. Ведь на самом деле вы платите за 2 плюс 32 не из-за того, что там 2 гига оперативной памяти, а из-за того, что там есть DSP. Иначе магнитола 1 плюс 16, 2 плюс 32 становится одинаковой. Вот теперь по маркировочке. Как видите, версии V1 уже нет. Есть версия V1 расширенная, где больше памяти. Но там, к сожалению, и не было изначально DSP, поэтому ее цена была одинаковая. В третьем столбике это V1. Вместо нее присылают T3. И там как раз будет в графе DSP нет. Хороший DSP отличный на 30EQ. Это версия V1 Pro. Это 2 плюс 32 и 4 плюс 64. Эти магнитолы можно считать отличными. Достаточно мощные. Экономия в этих магнитолах. Хороший процессор, быстрый. Но экономия в том, что все-таки они не ставят там супер крутую матрицу. Крутые IPS, не IPS, извините, здесь IPS матрица. OLED матрицы ставятся на более дорогие модели, которые называются V3 Pro. С другой стороны, почему-то Дженсун назвала модели T3 V3. Это как название брендовой продажи. Маркировка одна, а другая. Я не понимаю, зачем так запутывать клиентов. Возможно, это связано с тем, чтобы конкурировать с другими производителями. Ну а теперь рассмотрим те новинки, я уже не говорил, которые сейчас появились. Вот именно V3 здесь вы видите, это Alviner T3. Это есть модель T3. Как видите, здесь отсутствует DSP, хотя они пишут, что здесь есть 12EQ. На самом деле здесь стоит программный DSP. После сброса на заводские настройки эта программа исчезает. Восстановить ее будет достаточно сложно, потому что ее просто нет. Ну, аппаратного, конечно же, нет. V3 Pro это очень хорошая модель. К сожалению, ее количество сейчас очень ограничено. Ее заказать будет очень сложно.
И даже мы не имеем доступа к некоторым позициям. Например, 6 плюс 128 нам никак не удается заказать. До новых встреч, друзья, и надеюсь, все будет честно. Подписывайтесь на канал.